Сегодня у нас новый челлендж. Богатый против бедного, но теперь турист в Барселоне. Турист за 10 евро и турист за 1000 евро. Но теперь я решаю, кто из них богатый, а кто из них бедный. Бедный. Ты! Почему я? Ну, Ну, потому что иногда нужно быть бедной. Итак, у вас сегодня на развлечение 10 евро и 1000 евро. Но есть условия. За челлендж вы должны успеть посетить какой-то музей или выставку. Первое. Второе. Покушать, купить какую-то развлекашечку или сувенирчик, какой-то эксклюзивный напиток обязательно. Сфотографироваться с чем-то необычным в Барселоне. 5 заданий. И 5 заданий вы должны выполнить. 10 евро. Да, кстати, как она собирается на 10 евро что-нибудь Так, сделать? ладно. Будешь ловить попутки на метро. Ну что ж, ребята, сейчас увидимся. Значит, пока мы были отвлечены с папой, Миюська зашла в детский магазин, нашла открытые краски и выпачкала себе живот красками коричневыми. Сейчас покажу. И пришлось сходить купить ей новое платье. Сейчас будем переодеваться. И продолжим наш челлендж. Вот, смотрите. Вот, в общем, в детском магазине были открытые краски. И Мия, как ты там делала, ты говоришь? Так вот. Она брала так и пачкала, да, она так брала и рисовала у себя на пузике, да? Но мама тебе купила новое платьечко. Будем сейчас переодеваться. Нравится? Все, сейчас мы переоденемся и продолжим, да? Вот такое вот у нас платьечко. Как раз нам подошло, да? Это ты балерина такая? Молодец. Итак, ребята, чтобы немного схитрить и получить немного денег, я решила продать свой новый слайм. Ну, чтобы мне на все хватило. Стоит он 10 евро. 10 плюс 10 будет 20. Думаю, на входе с торгового центра можно его продать. Пошлите. Ребята, мне тут на входе повезло продать слайм за 10 евро. Теперь у меня 20. Думаю, мне точно хватит на музей. Ребята, в торговом центре проходила бесплатная выставка воды. И мне дали один стаканчик бесплатно. Значит, получается, Полина выполнила один свой пункт. Смотрите, это обычная вода. И тут как бы и шла реклама воды, поэтому они ей просто дали бесплатно стаканчик. Поэтому Полина выполнила один пункт бесплатно и сохранила свои 10 евро. Так что дальше у Полины еще музей, фото, еще много чего. Пошли дальше. Ну что ж, ребята, теперь мы находимся в Музее космоса и науки. И как оказалось, здесь бесплатно до 16 лет. И мне уже повезло второй раз. Я выполняю уже второй свой пункт бесплатно. Музей называется Космокаша. И со сейчас мы школы. вам все покажем. Смотрите, вот так вот выглядит вход. Сейчас мы возьмем билеты. Они хоть и бесплатные для Сережи и Полины, Но их для всё равно- мамы с папой Их все равно надо нужно платить. брать. Там все равно по документу их нужно брать. Для детей здесь бесплатно до 16 лет. Ну, 16 и 8 евро. Пошлите, покажем. Вы выполняете. Сережа выполняет только первый свой пункт, а Полина уже второй. Мы еще не дошли до входа. Ну вот мы уже нашли кое-что интересное внизу. Я про эту штуку, у меня была работа в школе даже. Но это страшно. Для меня это жутко страшно. Полина, Ну, по-моему, не очень. Мне стрёмно, потому что я боюсь упасть, и оно там очень-очень тепло. это очень высоко, да. Ну что ж, ребята, вот мы уже взяли билеты на всех, вот 5 билетов. Платно оказалось только родителям. Ну, и то мы потратили очень мало на родителей. Ну и сейчас Сережа вам все покажет. Что-то И возьму, наверное, себе Кстати, сувенир. очень много таких подростков, как Сережа, потому что говорят, что здесь очень интересно для подростков. И еще Сейчас тут мы рядом покажем. магазин сувениров. Значит, вы можете здесь купить сувенир. У вас Предполагаю. У вас по челленджу еще сувенир. Так, ну что, мы зашли. Я еще видела, там какие-то бабочки спускались вниз еще там типа. Выглядит очень клево, посмотрите вон туда. Тут так много этажей. И мы сейчас будем туда спускаться. Я скажу, нам очень долго спускаться. Типа, посмотрите, и пешком. А нам точно туда? Так, ну что, мы спустились на минус второй этаж. Вот тут нас, видите, встречало вот такое вот дерево. Тут такое вот выставка, вот видите,
клена падают семена клена вниз, смотрите, вот сейчас. А потом они их снова подбирают, и снова вот так они падают. И пока они не засохнут окончательно. Ну, вот такая вот тут нас встречала вот такая выставка. Идем дальше. Ну тут, короче, мы встречаем очень забавных медуз в самом начале. Это не медуза, там должно быть написано. Ну, короче, я не знаю, что это такое, но оно очень забавное на вид. Вау, смотрите, так это какой-то космос, смотри. Это космическая какая-то Инопланетяне, штука? что ли, какие-то. Ну, тут по-любому Не, должно это быть не космическая, написано. вон. Смотри, какое Это отражение не там. космическое, это водное, А, смотри. ну да, вон. это вода. Вот это как там, Точно. субмарина. Это подводная. То есть Я мы, говорю, какие-то так медузы. сказать, находимся под водой. Ну, получается, мы сейчас Пойдем посмотрим дальше, в что тут глубоких есть. этих, как его там, в глубоком море, так думаю, мы сейчас находимся. Так, Сережа с Полиной что-то тут нашли. Мы нашли тут, короче, вот эту, не знаю, как она называется. Галактика. Нет, это не галактика, это сбор галактик, это сбор галактик. Вот наша галактика. Виа Лактия, вот. Ага. Вот первая. В школе я дальше? выучил, что Виа Лактия, а эти я не знаю, это какие-то другие. 2, 3, вот. Центр, не знаю, что это, что в центре. Сагитарий А. Ну тут, короче, даже на каталанском вот есть описание, тут можно почитать. Даже есть на испанском и на английском также. И меньше. И смотрите, Я здесь, нашла, кстати. смотрите, здесь написано даже вес Солнца, смотрите, вот. Вот здесь написан вес Солнца, вот на 5-м. Сюда иди. Вес Солнца, сколько там килограмм? А в других 2, галактиках тоже что-то есть такое. Солнце? Ну, логично. Вот, Сагитарий. Вот, смотрите, вот написано здесь сколько 1 год этого, солнечный год или что-то там такое. Тут один световой год, очень мне кажется, прикольно, тут смотрите. 9,5 биллионов Так, километров. Водишь пальчиком, и как будто бы звездочка летит. Падает звезда. Можно делать Ну, короче, здесь можно изучать галактики разные. Туда. Итак, короче, мы смотрите, смотрим, как он видите, сбивает какие-то помните, мы палки. были наверху и показывали вход, вот смотрите, какая высота, и вот мы теперь возле этого шарика. Смотрите, он, видите, на миллиметр подвигается и сбивает каждый раз вот такую вот палочку. И Сережа все ждет, ему очень хочется, чтобы он ее сбил. Видите, он вот-вот. прям касается ее. Он вот-вот сейчас дойдет до нее, и Сережа прям очень хочет посмотреть, как она все-таки упадет. Но я думаю, что мы тут будем долго ждать, чтобы она упала. Кто знает. Мне кажется, он не все сбивает, потому что, видите, все-таки какие-то остаются. Твое отражение. Сейчас уже собьет прям. Смотрите, вот она вот упадет. Вот, видите, как он ее ребята. дождался. Ну что ж, теперь идемте смотреть, что Все-таки дождался. Она так легенько, видите, но все-таки он ее уронил. Подвигается очень медленно. Смотрите, отсчет идет, эволюция, наверное, нашей планеты. Тут Смотрите. О, я понял, смотрите, Да, здесь это чем больше лет, тем 386 меньше температура. Солнца, я так понимаю. 386 лет, видите? И вот идет эволюция нашей планеты. Ну и температура падает потихоньку. Это не планета, я так понимаю, это Солнце, мне кажется. Думаешь? Может быть. Вдруг это Солнце? Ну, Нет, оно ж- я оно думаю, ж- что оно ж это... типа взорвется, и Не, потом это, наверное, становится эволюция холоднее. планеты. Планеты? Да, да, Так почему? 580 миллионов лет. да. А как ты думаешь, сколько нашей планете лет? Не несколько миллионов. Ну не 500 с чем-то. Напишите в комментариях, ребята, кто знаете, сколько нашей Земле лет. Ну вот, Больше смотри, миллионов что или нет? зародилось. Ну, 700 миллионов лет. Минус 234 градуса. А ну. Теперь 1000. Все-таки, наверное, галактика, видишь? Галактика. А ну, Видишь? галактика может быть. Но почему такая холодная? В самом начале там было очень много градусов, а теперь она становится холоднее. А ну. А это уже Земля, мне кажется. Это Земля, это наверное, ядро ей создается. Но она до сих пор холодная какое-то. Смотрите, минус 268 градусов. 10 тысяч миллионов Это лет очень почти. красиво. Что это? Это вообще галактика. Может, Да, это наша Солнце? галактика. Да, Ну Солнце да. и наша галактика. Ну почему оно такое холодное? Минус Приближается к 270 этому, градусов. приближается к этому. 14 тысяч миллионов лет. Солнечная система наша, видишь, зародилась? Ну как-то много Звезды, очень лет. планеты. Планета. Планета Земля. О, это что, Индия, капец? И Саудовская Аравия. Сколько теперь лет? Ничего не показывает. Но почему-то пишет минус 270 градусов, странно. Ух, как тепло. Сережа, что это? Знаете, как Это этот шарик, я не знаю, как его называют. Какой-то там шарик, мы тоже про него работа была. Это Никола Тесла вроде бы шарик. Смотрите, можно проводить. Вау! Полина, не воруй меня, не воруй. Вау! А! Он горячий!
Блин, не вору, не вору, не вору, не вору. Я хочу ее до низа опустить. Прикольно, смотри. Смотри, я его аж до сюда опустил. Вау, смотри. Мы его... Смотрите, что мы сделали. Он теперь здесь, смотри. Он теперь везде. А, оно отбивается. Смотри, можно его направлять вот так. Это нужно специально ставить, да, эти штучки. Вот это здесь кто-то решил заблокировать. Но на самом деле это просто очень быстро крутятся игрушки. Сейчас они замедлятся. Вот, смотрите. Я вам И покажу. можно моргать, либо смотреть по тем светам. Да, нужно моргать, чтобы увидеть картинку. Сейчас оно снова начнется, я так понимаю. Не, сейчас остановится наоборот. И мы увидим да, обычную остановится, а картинку. потом Мы снова увидим обычную станет картинку, которая была. Оно останавливается, видите? И вы сейчас увидите, что на самом деле здесь. И когда оно очень быстро раскручивается, то кажется, что картинка, что картинка меняется, что это идет мультфильм. Просто разные идут фигурки. Сейчас оно будет Они ускоряться. просто в разных позах. Оно потом ускоряется и получается, как будто бы идет мультфильм, как будто бы они движутся. Это очень круто на самом деле. Смотрите, ребят. Какой огромный краб. И вообще мы зашли в часть, смотрите, джунгли. И такие вот бабочки. Смотри, там впереди джунгли. Кто? Смотри, впереди джунгли. А, И туда можно войти. Туда можно войти. Да, сейчас пойдем в джунгли. Смотрите, ребята, здесь очень много рыб, здесь было бы очень много мяса, протеина. Боже, они настоящие или это реально? Это Древние реально? какие-то рыбы. Она вон там по Вау. деревам сдох вон. И смотри, Да, там под деревом, Очень говорит, много. сдох. Кто там смотри, сдох? там реально Мия? рыбы какие-то не двигаются. Там Рита. рыбы неподвижные некоторые. Смотрите, какие большие. Такие реально дают много мяса. Какие покушечки. Тут даже листики есть, смотрите. Вот такая. Мама, вот такая. Это до меня вот такая. Огромная. Идемте уже на вход Да. поскорее. Нашли отдел динозавров, Тут смотрите. такие огромные черепахи также есть. Эти черепахи, я даже не знаю, что бы пробило. Никакое бы ружье их не А пробило то, в наверное, мире. древние люди? Может ты быть. думаешь? А, да, да. да, это отдел эволюции. Некоторые же ученые собирали людей, их фрагменты черепа, все такое, еще с тысячных годов. Да, это отдел Мы эволюции. это изучали в школе, что некоторые ученые как-то смогли Ребят, сохранить на самом кости с деле тысячных Сережа годов. очень хорошо учится, и у него есть даже стипендия в школе, он учится в платной школе, но Ну, я бы не бесплатно, сказала, что хорошо. потому что я его просто очень всё хвалят. помню очень хорошо. Не Его то, очень чтобы хвалят я- по учебе, он молодец в этом плане. Не, ну в реале я просто помню хорошо, не то чтобы я особенно таки учусь. Я в школе все-таки не подготавливаюсь и все такое. Да, просто у Сережи, как сказал его Память, учитель, память аналитический склад ума. В смысле? Смотрите, какой тут, вау, какой, смотрите, это кто, это мамонт? Это слоник. Мамонт. А что это? Мамонт, это такой слон, мамонт. Тут, короче, В общем- есть описание на английском всяких таких, как закапывали в прошлых временах мертвых. В общем, нашли неандертальцев, смотрите. И тут вон один рыбку вон ловит. Рыбу называют карачама мама, мне кажется, на английском. Смотрите, какая рыба. И вот какие манюсенькие у нее глазки. А не, на английском А вон называют какая Tail огромная. Ну, смотрите, мы все-таки попали в джунгли. Тут такие вот, видите, змеи. И вот, видите, показано вот, как джунгли сверху. В Бразилии, Колумбии обитает такое на карте. Не хотелось бы с такой встретиться, да? Ну, так что надо не летать в Бразилию, ребята. Пошли дальше посмотрим. Боже, живые. А может, ты королева? Да, это муравейник, смотри, в разрезе, смотрите. Те, это которые муравейник в большие, это разрезе. королевы. Вау, смотрите, какой огромный муравейник. Это все муравейник в разрезе, смотри. Муравьиная ферма. А чем они питаются здесь? Чем они здесь питаются? Им дают какую-то еду. Не я, это где ты? Она уплыла уже. Смотрите, как здесь все реально отображено. Смотрите, как будто бы мы в реальных джунглях. О, это капибара.
капибара. У капибары есть? Да, она вон прячется. Капец, они огромные. Да, да, они реально Как мини-медведи. Как дети-медведи. прятался. Смотрите, вот она. Капибарка. Вот выходит, смотри, смотри, выходит. Полин выходит. А капибары кусаются? Нет, не знаю. О, смотрите, Ух, какой тюлень. капец. Очень большая, да. Вот мы вышли в эти же джунгли, которые видели через окно. Смотрите, как на самом деле они круто. Здесь такая влага. На меня чуть птичка не накакала. Какая Просто она только что, вот там птица, короче, снизу она только сверху. что вот тут мне прилетела под головой, и я... ну, я не Какая Боже, это очень круто. Да, тут такая парилка просто. Это реальная среда обитания. Капец. И это типа тени живут. Так, Короче, смотрите, куда мы дошли, ребята. Тут надо заряжать специальный этот автомат энергии, потом будет бабочка двигаться. в Полина общем, уже там накрутила Сережа себе. должен накрутить педали так, чтобы он загорелся белым. Нет, все зеленым должно быть. Белым оно загорится Ну сейчас. да, в конце концов, да, в конце. Смотрите. Вот так, вот. И теперь вон начала двигаться Сережина бабочка. Вот это вот. Уже двигается, смотрите. А Полина Я вот. уже второй раз кручу. Она уже второй раз так заполняет. Но у Полины дольше, она летает. Вон Полинина бабочка, смотрите. Вот, все, она сейчас полетела. Вот Полинина бабочка. Там уже, кстати, Но у меня ноги после бабочки болят, если честно. Ну что ж, ребята, мы уже заканчиваем наше посещение музея, и я дико хочу пить. Так что я куплю себе воду в автомате. Мне очень нравится покупать в автоматах. Сережа не пьет газировку, поэтому какую ты выбрал воду? Ну, я возьму, естественно, обычную. Обычную воду. 23 или 22. Окей, сейчас мы купим воду через автомат и едем. Здесь можно даже оплатить и едем карточкой. уже ужинать, да, Сереж? Ага. Ну что ж, я выполнил свой второй пункт, и вода мне стоила полтора евро. Настолько жарко здесь, что я почти уже все выпил. Так, мы едем дальше, едем кушать. Поскольку музей уже у нас, мы все прошли, все посмотрели. Сувенир! Мы Да, в музее может быть, еще сувенир. посмотрим сувениры. Пойдемте. Итак, дети уже устали. Вот такие вот сувениры мы взяли. Смотрите, Сережа взял все-таки вот такую вот лампу себе. Хоть я хотела побольше немного Она размера. стоила 20 евро. Ну вот, если я взял очки, ну и такой плазмошарик, который я хотел побольше. Как вы знаете, в Испании 12 августа будет затмение Вот тут солнечное. написано, и 2027 года 2 августа. В общем, 2 раза. Поэтому Сережа взял себе очки, потому что на затмение солнца нельзя смотреть просто. И здесь оказалось, что здесь аж 4 пары идет. То есть я могу поделиться. Да. Так Мия, что что будь ты добры взяла ко мне, себе? Мия взяла себе доктора, а Полина взяла себе кого? Капибару. Минус Полина 5 евро с бюджета. первый раз потратила деньги, она потратила на сувенир, Полина потратила 5 евро. Поэтому у Полины еще остается 15 евро, и мы дальше едем кушать. Поехали. Так, ну что ж, ребята, мы уже на главной улице, и чтобы добраться нам сюда, мне стоило 20 евро такси. А мне 2 евро на метро. Ну и что вы решили покушать? Я решил себе взять вот такую упаковку суш. Они мне стоили каждая упаковка 14 евро. И там у Сережи 3 упаковки, посчитайте сами. Сережа сказал, что он не наестся больше. Ну, А я естественно. себе взяла самые дешевые за 10 евро. Полина очень хотела попробовать тоже такие суши за 10 евро, поэтому она взяла себе одну тубу, и у Полины остается еще 2 евро. Поэтому сейчас ребята перекусят, и еще остается у них только фото. Да? Ну, Да, получается. Мы, получается, выполнили 4-е задание покушать. Интересно, но неудобно. Ну что, Боль, получилось? Я чуть закусила. Рассказывай как. Получается само? Ну расскажите, кто-то как их кушать. Ну, короче, есть такая палка, она тут прикреплена, достаешь ее. Там соевый соус. Тут соевый соус можно открыть аккуратно, налить соевый соус сейчас. Вот так. Сколько тебе надо. Потом закрываешь, если уже все. И снизу подталкиваешь. И потом вот снизу так. подталкиваешь и кушаешь.
Даже рассыпались суши. Ну, в общем, как-то так. Ну что ж, ребята, в итоге я нашел довольно-таки старинную улицу возле замка. И для этого мне пришлось проехаться на такси. Мне это стоило 15 евро. Я думаю, что это вполне считается. Я выбрала вот это место для фотографии. И оно было недалеко от того места, где мы ели суши. Поэтому я пришла сюда пешком и не потратила ни цента. Ну что ж, ребята, на этом наш день, ну и, соответственно, челлендж закончился. Напишите в комментариях, кто лучше справился. Поставьте лайк Подпишитесь. и всем пока!